Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по самым загадочным уголкам истории человечества. Некоторые тайны прошлого настолько невероятны, что кажутся выдумкой, но они реальны и до сих пор ставят в тупик ученых, археологов и исследователей. В этом видео я расскажу вам о странных артефактах, исчезнувших шедеврах, жутких преступлениях и гипотезах, которые заставляют пересмотреть все, что мы знаем о нашем мире. Это не просто пересказ фактов. Я постараюсь копнуть глубже, чтобы вместе с вами поразмышлять, что скрывает прошлое и почему некоторые загадки остаются неразгаданными. Поехали. Инопланетные короли Сан-Синь-Дуй. Начнем с древнего города Сан-Синь-Дуй в Китае, который был открыт в 1980-х годах. Представьте себе, археологи находят бронзовые маски и статуи, которым больше 3000 лет. Но это не просто статуи. У них огромные миндалевидные глаза, вытянутые лица и черты, которые не похожи ни на одну известную человеческую культуру того времени. Некоторые маски достигают 1 метра в высоту, а одна из фигур, гигантское бронзовое дерево с птицами и драконами, выглядит как нечто из фантастического фильма. Кто создал эти артефакты? Почему они так отличаются от всего, что мы знаем о Древнем Китае? Официальная наука говорит, что это была неизвестная цивилизация Шу, которая процветала в долине реки Янцзы. Но есть и другая версия, более смелая. Некоторые исследователи, глядя на эти странные лица, предполагают, а что, если это следы контакта с внеземными существами? Конечно, звучит как сценарий для блокбастера, но давайте подумаем, почему эта культура исчезла без следа? Почему их артефакты не имеют аналогов? И самое интересное, в Сан-Синь-Дуй нашли золотые маски, которые, по мнению ученых, могли использоваться в ритуалах для общения с небесными существами. Может, это просто метафора, а может, что-то большее? Тайна смерти Александра Македонского. Теперь перенесемся в 323 год до нашей эры. Александр Македонский, величайший полководец всех времен, умирает в Вавилоне в возрасте всего 32 лет. Но вот что странно, его тело исчезает. Согласно легендам, Александр был забальзамирован, и его золотой саркофаг стал объектом вожделения для всех его генералов, диадохов. Они буквально воевали за право обладать телом своего царя, потому что считалось, что это даст им легитимность власти. Но куда делся саркофаг? Историки говорят, что его могли перевезти в Египет, в Александрию, где Птолемей I основал династию. Есть гипотеза, что гробница Александра спрятана где-то под современным городом. В XIX веке археологи находили подземные камеры в Александрии, но ни одна не дала ответа. Другие версии указывают на Сирию или даже Македонию. А что, если тело вообще не сохранилось? Может, его уничтожили, чтобы избежать культа? Или, как шепчутся конспирологи, его спрятали, чтобы никто не узнал правду о смерти Александра? Ведь до сих пор спорят, был ли это яд, малярия или что-то еще. Это загадка, как детектив, где главная улика пропала без следа. Парижские катакомбы. Подземный город мертвых. Теперь спустимся в мрачный мир парижских катакомб. Это не просто туристическая достопримечательность. Это лабиринт длиной в 300 километров, где хранятся останки 6 миллионов человек. В XVIII веке парижские кладбища переполнились, и власти решили перенести кости в заброшенные каменоломни под городом. Но катакомбы – это не только кости. Это место, где пропадают люди. Есть истории о тех, кто заблудился в катакомбах и никогда не вернулся. Например, в 2010-х годах группа подростков проникла в закрытую часть подземелий и потерялась. Их искали неделями, но нашли только одного – в состоянии шока, неспособного объяснить, что произошло. А еще есть легенды о тайных обществах, которые проводят в катакомбах ритуалы. В 2004 году полиция обнаружила подземный кинотеатр с электричеством и баром, кто его построил, до сих пор неизвестно. Катакомбы хранят не только кости, но и тайны. Некоторые исследователи считают, что в них спрятаны документы или сокровища, утерянные во время Французской революции. Но главный вопрос – почему люди продолжают исчезать там, несмотря на все меры безопасности? Может, дело в самом месте, пропитанном смертью? Мегалиты Европы – следы единой цивилизации? Теперь давайте поднимем взгляд к небу и подумаем о мегалитах Европы, гигантских каменных кругах, таких как Стоунхендж. Эти сооружения разбросаны от Англии до Португалии
и их возраст достигает 5000 лет. Стоунхендж – самый известный, но есть и другие. Ньюгрейндж в Ирландии, Карнак во Франции, Гозек в Германии. Что их объединяет? Официальная версия – это были обсерватории или места для ритуалов. Но есть гипотеза, которая звучит как откровение. Что, если все эти круги построила одна цивилизация? Представьте, 1000 лет назад люди, умевшие плавать по морям, распространяли знания о звездах и строительстве. Анализ ДНК останков, найденных у Стоунхенджа, показал, что некоторые похороненные там родом из Центральной Европы. Это значит, что люди путешествовали на огромные расстояния. А еще, как они вообще поднимали эти камни весом в десятки тонн? Современные эксперименты показали, что даже с веревками и катками это почти невозможно без огромного числа рабочих. Может, у них были технологии, о которых мы не знаем? Или, как предполагают некоторые, помощь свыше? Эта идея кажется дикой, но она заставляет задуматься, почему мегалиты так похожи, несмотря на тысячи километров между ними. Пропавший портрет Рафаэля. Теперь о пропаже, которая волнует искусствоведов по всему миру. Портрет молодого человека кисти Рафаэля. Эта картина, написанная в 1514 году, была частью коллекции польского князя Чарторийского. Но во время Второй мировой войны нацисты разграбили коллекцию, и портрет исчез. Почему эта картина так важна? Рафаэль – один из титанов Возрождения, и каждая его работа – это шедевр. Портрет молодого человека считался одним из самых выразительных его полотен, возможно, автопортретом. Последний раз картину видели в 1945 году, когда ее якобы перевозили в Германию. С тех пор ни следа. Есть версии, что портрет спрятан в частной коллекции какого-нибудь миллиардера. Другие говорят, что он был уничтожен в хаосе войны. Но самое любопытное, в 2010-х годах в Швейцарии всплыла картина, похожая на рафаэлевскую, но экспертиза не подтвердила подлинность. Может, это была копия? Или кто-то нарочно скрывает правду? Это загадка как детектив, где истина ускользает словно тень. Доктор Сатана. Марсель Пето. Теперь перенесемся во Францию времен Второй мировой войны, чтобы рассказать о человеке, которого прозвали Доктор Сатана. Марсель Пето. Этот серийный убийца выдавал себя за врача и участника сопротивления. Он обещал людям помощь в бегстве от нацистов, но вместо этого заманивал их в свой дом, убивал и сжигал тела в печи. Пето был харизматичным и умным. Он использовал свою репутацию, чтобы завоевать доверие жертв, в основном евреев, беженцев и тех, кто искал спасения. В 1943 году его, наконец, поймали, когда соседи заметили странный дым из его дома. На суде выяснилось, что он убил не менее 60 человек, хотя точное число неизвестно. Но вот что интересно. Некоторые историки считают, что Пето мог быть двойным агентом, работавшим и на сопротивление, и на гестапо. Его мотивы до конца не ясны – деньги, власть или просто садистское удовольствие. Его казнили в 1946 году, но эта история до сих пор вызывает вопросы. Как человек мог так долго обманывать всех вокруг? Фигурки Акамбара, люди и динозавры. Теперь отправимся в Мексику, к фигуркам Акамбара. В 1940-х годах фермер нашел тысячи глиняных статуэток, изображающих людей рядом с существами, похожими на динозавров, тираннозавров, стегозавров, трицератопсов. Это открытие взорвало умы ученых, ведь по официальной науке динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, а люди появились гораздо позже. Скептики говорят, что это подделка, мол, местные жители могли создать фигурки, чтобы заработать на туристах. Но есть загвоздка. Радиоуглеродный анализ показал, что некоторым статуэткам несколько тысяч лет. К тому же их нашли в огромном количестве – более 33 тысяч штук. Кто бы стал подделывать столько фигурок и зачем? Альтернативная версия гласит, что фигурки – это доказательство существования древней цивилизации, которая знала о динозаврах. Может, они находили их кости и создавали образы? Или, и это уже совсем смело, люди и динозавры действительно жили в одно время? Эта загадка заставляет задуматься, что если наша история не так проста, как кажется? Пирамиды и всемирный потоп. Давайте подумаем о пирамидах. Не только египетских, но и тех, что разбросаны по всему миру. В Мексике, Китае, Боснии.
Официальная наука говорит, что их строили тысячи лет назад разные цивилизации. Но есть гипотеза, которая переворачивает все с ног на голову. Что, если пирамиды старше, чем мы думаем? Что, если они были построены до библейского всемирного потопа? В Библии говорится, что потоп уничтожил почти все живое. Геологические данные подтверждают, что около 12 тысяч лет назад на Земле происходили катастрофические наводнения, возможно, из-за того, что ледники таяли. Некоторые исследователи, вроде Грэма Хэнкока, считают, что пирамиды могли быть созданы высокоразвитой цивилизацией, которая погибла в этом катаклизме. Звучит фантастично, но есть факты. Пирамиды выстроены с невероятной точностью, которую сложно объяснить технологиями древности. Например, Великая пирамида в Гизе ориентирована по сторонам света с погрешностью меньше 0,05%. А еще в Боливии есть комплекс Тиуанака, где камни весом в сотни тонн обтесаны так, будто их резали лазером. Может, мы недооцениваем наших предков? Или, как предполагают некоторые, им помогали, скажем так, не совсем земные силы. Телефон для духов Томаса Эдисона. Теперь о человеке, который изменил мир, Томасе Эдисоне. Все знают его как изобретателя лампочки, хотя тут есть споры. Но мало кто слышал о его странной идее – создать телефон для общения с мертвыми. В 1920-х годах Эдисон увлекся спиритизмом. Тогда это было модно. Он считал, что если душа продолжает существовать после смерти, ее можно поймать с помощью техники. Эдисон работал над устройством, которое должно было улавливать энергетические вибрации духов. Звучит как научная фантастика, но для Эдисона это было серьезно. К сожалению, чертежей или прототипа не сохранилось. Некоторые говорят, что Эдисон просто шутил, чтобы подразнить журналистов. Но его письма показывают, что он действительно изучал эту тему. Может, он был на пороге открытия, которое могло изменить наше понимание жизни и смерти? Или это был просто полет фантазии гениального ума? Затерянные города Амазонки. Теперь отправимся в джунгли Амазонки. Долгое время считалось, что там жили только примитивные племена. Но в последние десятилетия археологи нашли следы огромных городов, которым тысячи лет. Например, в Боливии обнаружили сеть поселений с пирамидами, каналами и дорогами, где могли жить сотни тысяч человек. Эти открытия переписывают историю. Они показывают, что в Амазонии существовали сложные общества с развитой агрокультурой и торговлей. Но почему эти города исчезли? Болезни, войны, изменение климата? А еще интересно, что местные племена до сих пор хранят легенды о золотых городах, которые поглотили джунгли. Может, это и есть те самые Эльдорадо, которые искали конкистадоры. Пещеры Аджанты в Индии. Это не просто пещеры, а целый комплекс из 30 храмов и монастырей, вырезанных прямо в скале около 2000 лет назад, во времена, когда Индия была перекрестком культур и религий. Созданные в период со II века до нашей эры по VI век нашей эры, эти пещеры – шедевр буддийского искусства. Но что делает их по-настоящему загадочными? Их фрески. Эти росписи, изображающие сцены из жизни Будды и Джатак, истории о его прошлых воплощениях, сохранили такую яркость красок, что кажется, будто их нарисовали вчера. Как древние мастера добились этого? Ученые до сих пор ломают голову. Пигменты, использованные в Аджанте, не выцветают, несмотря на влажность и время. Некоторые предполагают, что художники знали секретные рецепты минеральных красок, смешанных с органическими связующими, которые не поддаются разрушению. Но есть и более смелая версия. А что, если в этих красках использовались вещества, неизвестные современной науке? Добавляет загадки и акустика пещер. В некоторых залах шепот разносится так, будто стены усиливают звук. Для чего это было нужно? Для медитации, ритуалов или, может быть, для чего-то, о чем мы даже не догадываемся? Пещеры Аджанты – это не только искусство, но и вопрос, как люди без современных инструментов создали такое совершенство в кромешной тьме. Теперь перенесемся в Испанию, в мавританский дворец Альгамбра, который возвышается над Гранадой, словно мираж из «Тысячи и одной ночи». Построенный в XIII-XIV веках, этот комплекс – вершина исламской архитектуры в Европе. Но его главная загадка – это геометрические узоры, покрывающие стены, колонны и потолки. Каждый орнамент – это математическое чудо, где плитки складываются в бесконечные мозаики, без единого зазора. Ученые, изучающие Альгамбру, обнаружили, что эти узоры используют сложные симметрии,
которые математики открыли только в 20 веке, например, так называемые группы кристаллографической симметрии. Как мастера того времени без компьютеров и вычислительных машин могли создать такое? Некоторые исследователи предполагают, что архитекторы Альгамбры обладали глубокими знаниями алгебры и геометрии, унаследованными от древних культур, возможно, даже от пифагорейцев или персидских ученых. Но есть и мистическая версия. Говорят, что узоры Альгамбры – это не просто украшения, а зашифрованные послания или даже попытка изобразить структуру Вселенной. Когда ходишь по залам дворца, кажется, что эти орнаменты гипнотизируют, уводя разум в другое измерение. Может, в этом и была цель? Альгамбра – это место, где математика становится магией, а магия – вопросом без ответа. И, наконец, отправимся в Таиланд, в древнюю столицу Сиама – Аютхаю. Основанная в 1350 году, она была одним из крупнейших городов мира в свое время, с миллионом жителей, золотыми храмами и каналами, которые сравнивали с Венецией. Но в 1767 году бирманская армия разрушила Аютхаю, оставив от нее лишь руины. Сегодня это место как портал в прошлое, где природа и история сплелись в удивительном танце. Самый известный образ Аютхаи – это статуя Будды, чья голова зажата корнями огромного баньянового дерева. Кажется, будто дерево обняло статую, защищая ее от времени. Эта картина настолько мистична, что невольно задаешься вопросом, случайность ли это? Местные легенды гласят, что дерево – это воплощение духов, которые охраняют священное место. Но загадка Аютхаи не только в этом. Археологи находят здесь следы сложной инфраструктуры, системы ирригации, дворцы, построенные с такой точностью, что их фундаменты не разрушились даже после веков. Как сиамцы добились такого мастерства? И почему город, бывший центром торговли между Азией и Европой, так быстро канул в забвение после разрушения? Некоторые исследователи предполагают, что в Аютхае могли храниться тайные знания или реликвии, которые были утеряны во время нападения. А еще есть истории о призраках, которые, по слухам, бродят среди руин по ночам. Может, это души тех, кто защищал город. Аютхая – это место, где время остановилось, но загадки продолжают жить, шепча свои истории каждому, кто готов их услышать. Вот такие загадки оставило нам прошлое. Каждая из них, как пазл, где не хватает кусочков. Может, ответы лежат в архивах, под землей или даже в космосе. Я верю, что истина где-то рядом, и мы с вами еще раскроем эти тайны. А теперь ваша очередь. Какие из этих мест вы бы хотели посетить? Парижские катакомбы, Стоунхендж, а может, затерянные города Амазонки? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если видео вас зацепило, и подписывайтесь на канал, впереди еще больше тайн и открытий. До встречи в следующем видео.